Академик, академик, выходи. Академик, выходи. Выходи, академик, выходи. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте, ребята. Просили многие. Решил все-таки найти немножко времени, записать вам ролик о ремонте катушек, чтобы вам стало все ясно и понятно. Что, где, когда ремонтировать, зачем, почему и сколько раз. Мы сейчас на озере Комариное. Где-то тут у нас была мастерская. Давайте по порядку прочекаем. Вот, мастерская, например. Значит, что надо сразу сказать. До уровня, до того уровня, пока вы не можете попасть на озеро. На озеро. Ну да, на озеро. Пока на озеро попасть не можете. На реку Волхов пока не можете попасть. Ремонтируйте. Там, где вы можете, ваши катушки. Мы сейчас прочекаем, где тут Комаринка, что она ремонтирует. И есть ли какая-то разница между мастерскими. Заходим в мастерскую. У нас есть немного катушечек. И мы проверим, например, катушечку Нарго, да? Смотрим, смазку ремонтируем. Вот такая цена. Фрикциона нету. Фрикцион не ремонтируется. Попробуем Overlord. Фрикциона нету. Смазку ремонтируем. Механизм ремонтируется. Подшипники, шпуля тоже не меняется. Теперь смотрим катушку Тагара. Смазка меняется, я так понимаю, на всех катушках. Фрикциона нету. Механизм тоже можно поменять. Шпули нету. Подшипников на Тагару нету. Венга. Смазка меняется. 1 день, 12 часов, да, 1,5 часа. Фрикционный тормоз нету. Шпули нету. Подшипников нету. Механизм меняется. 10%, 15%. Венги сейчас стоят 2700. Так что вы знали просто. Сабру посмотрим, например. Фрикционный тормоз 36. Шпуля меняется. Подшипники не меняются. Смазка меняется. И механизм меняется. На 24%, 105 монет. Сейчас мы отправимся с вами на локацию Вьюнок. На Вьюнке в свое время, когда я был маленьким уровнем, я ремонтировал, так как приходилось экономить. Вот, я понимаю, что вы экономите. И мы сейчас чекнем здесь фрикцион. То есть в целях экономии я всегда чинил фрикционы тут. Потому что они раньше стоили здесь дешевле. Вот, но когда я уже стал попадать на Волхов, на Ладогу и на Янтарку, я объясню сейчас почему, то я перестал заниматься этой ерундой и приезжать проверять, есть ли тут фрикционы, потому что очень часто на таких локациях каких-то деталей под какие-то катушки не хватает, они отсутствуют. Ничего не сделать. Мастерская. Открываем катушки, например, сразу начнем с венка. Фрикцион, видите, для венги не ремонтируется. Смазка везде, шпули, подшипников нет, только механизм. Тагару проверяем. Фрикциона нету, смазка есть, шпуля есть, подшипники, механизм. Оверлорд смотрим. Фрикциона тоже нет, да? То есть он здесь будет стоить дешевле, но если только будут на него запчасти. Смазка есть для всех, шпуля, подшипники есть. Видите, вот, то есть под какие-то катушки есть, под какие-то запчасти нет. Например, Наргу, да, потому что это будет уровень как раз там небольшой. Фрикцион тоже не ремонтируется. Например, Эверест тоже фрикциона нет. Все остальное есть. Сабра. Фрикцион ремонтируется. Шпуля нет. Смазка да. Подшипники нет. Да? Драгон. Ну, чисто так, поржать. Под Драгон даже нет подшипников и шпули нет. Понимаете, да? О чем я? Вот потому я, в принципе, людям, которые не могут поехать на Волхов, еще рекомендую. Давайте поедем еще на Старый Острог, посмотрим, что там ремонтируют, чтобы знать. Сейчас мы на локации Старый Острог, да, на озере. Ищем мастерскую, дай бог памяти, где она.
Вот тут где-то она была. Последний раз я в нее заглядывал на уровне, наверное, 12, может, 8. Открываем мастерскую, катушки. Вот, проверяем сразу венгу. Фрикциона нету. Вы понимаете, да? Я уже объездил 3 локации. Если я захочу починить вот эту катушку, я не смогу сделать. Смазка везде. То есть заменить шпулю, подшипники я не могу. Фрикцион и механизм. Так как вы знаете, что катушки ремонтируются только онлайн, когда вы находитесь, да? Соответственно, мне нужно объехать, потратить время, поискать, все такое прочее. И я еще до сих пор не поставил катушки. Смотрим Тагару. Фрикционного тормоза на Остроге тоже нет. Ну, под такие катушки, вы сами понимаете. Тут, скорее всего, локации, где ремонтируются катушек типа Сабры, Протона, Адриатики и тому подобных. Смазка везде есть, она стоит мало, одни сутки. Один игровой час будет ремонтироваться. Шпуля тут тоже меняется, видите, на венге. На венге шпуля здесь не меняется, только за голду. На Тагаре уже есть механизмы, шпули, фрикциона нет. Подшипники есть, шпуля есть, детали есть на это, смазка. То есть я смогу отремонтировать вот так вот, смотрите, да, но без фрикционного тормоза. Желательно на одной локации все ремонтировать, чтобы не терять времени потом на переезды, выставление катушки в другие мастерские. Давайте еще чекнем Overlord. Он сейчас подорожал, фрикцион 288, так он примерно и стоил. Шпуля, да, самый дорогой. Самая дорогая, что в катушке есть в этой, это шпуля. Смазка, как всегда, копейки. И вот видите, уже 1,5 часа реального времени ремонтируется. Ну, шпуля на этой катушке неубиваемая, потому можно даже не беспокоиться. Давайте еще посмотрим Наргу. Как раз это такая катушка, да, когда можно себе позволить. Смазка опять копейки, 20 часов. Фрикциона тоже нету. Подшипники меняются за 80 монет. И шпуля за 571. Отличная катушка. Супер. Рекомендую. Подорожал на 500 монет. Вот так вот стоит механизм на 87%. Сейчас мы найдем какую-нибудь катушку еще с большим. 8,7 это не то. 6,8. Ну, не убиты. Короче, неубиваемые тоже нарги. Потрясающие. Значит, Острог мы тоже посмотрели. Тагары, венги мы не починим. Механизмы отдельно чинить нет никакого смысла. То есть вот эти локации вы объезжаете, если у вас нету денег. Вы объезжаете, как я сделал, Комаринка, Вьюнок и Острог. Если есть детали на мелкие катушки, вы ремонтируете. Теперь пойдем к основному. Белую пропускаем, кури пропускаем, на медвежьем нету. Значит, как только вы докачиваетесь до Волхова, так, вы переезжаете на Волхов. Мы на локации Волхов. Как только вы получаете нужный уровень для переезда на локацию Волхов, вы ремонтируете катушки, которые у вас есть. Я рекомендую ремонтировать всегда здесь. Точно так же, как я рекомендую ездить в магазин на Волхов абсолютно всегда, для того, чтобы не терять время, не терять деньги, если вы начнете ездить уже по Острогу, там, Белой, Куре и всем остальным водоемам, вы будете терять время, потому что в магазине на Волхове в 99% случаев всегда есть то, что вам нужно. Точно так же, как и в мастерской. Давайте это проверим. Открываем мастерскую, открываем катушки. Да? Начнем на Сабру. Нас интересует починка полностью всей катушки. Да? Мы чекаем. Механизм есть, подшипники есть, фрикцион есть, шпуля есть, смазка есть. Включаем Наргу. Пытаемся отремонтировать Наргу. Нарга. Механизм есть, 10%, 169 монет. Подшипники есть. Фрикционный тормоз. 217 монет на 10.
на 10%. Шпуля, возможно, смазка тоже. То есть мы можем отремонтировать наргу. Смотрим Overlord. Это катушки разных производителей. Механизм можем отремонтировать. Подшипники можем отремонтировать. Фрикцион можем отремонтировать. 10% на Оверлорде 320 монет. Шпуля меняется. 5600, видите? Смазка 43 монеты на 12%. Меняем, можем, ну, то есть мы можем, да, уже вот раз катушка, два катушка, три катушка. Давайте Эверест попробуем. Меняется механизм, подшипники, фрикционный тормоз, шпуля, смазка. Опять полностью катушку мы можем починить. Смотрим Тагару. Механизм, подшипник, фрикцион, шпуля меняется и смазка. Все делается. Фрикцион на 10% будет стоить 333 монет. Теперь чекаем венгу. Механизм есть. Детали, подшипники меняются. Фрикцион меняется. 560 монет на 10% у венги. Видите здесь? Шпуля. Смазка. Все меняется. Опять-таки, мы приезжаем и можем просто поставить все катушки, которые у нас есть. На все катушки есть детали. Смотрим, например, низкопрофильную. Механизм меняется, подшипник меняется, фрикцион меняется, шпуля меняется, смазка меняется. И даже низкопрофильную можем поставить. Теперь смотрим силовой мультипликатор. Триумф новый. 10% механизма стоит 3 456. Напомню, катушка 63 тысячи стоит. Вот на 10%. Каждые 10% цена ремонта растет. Но мы можем поменять. Подшипник можем заменить. Вот эта цена. Если кому нужно, просто делаете паузу. И все у вас будет хорошо. Фрикционный тормоз на 10% стоит 1000 монет. Почему на 10%? Потому что до 10, от 1 до 10 будет одна цена. Шпулю мы тоже можем поменять. 6000 шпуля стоит. И мы можем поменять смазку. Насколько я понимаю, тут будет дороже. Ой, дороже. Тут будет ремонт здесь будет дольше происходить. Но из-за того, что на этой локации есть 99% деталей, исходя из того, что на этой локации есть 99% деталей, то это стоит того. Таким образом, приезжая на локацию Волхов, вы можете купить в магазине не только все, что вам нужно, но и отремонтировать все, что вам нужно. Плюс на этой локации как спиннингисты, так и доночники могут во время того, как ремонтируются снасти, найти себе занятие и заниматься другим видом ловли, что очень важно для вас. Выбирайте локацию для ремонта такую, чтобы вы в это время могли ловить рыбу. Таким образом, вы не просто будете оставлять компьютер включенным, но и будете зарабатывать деньги. И во время ремонта одних катушек вы можете заработать за это время полностью на их ремонт. Сейчас же мы переезжаем на локацию. Значит, сейчас мы находимся на локации озеро Ладожское. Здесь есть специализированная мастерская для владельцев катушек Белуга. Есть специализированная мастерская. Нажимаем Y и заходим. Здесь доступны в ремонте катушки от фирмы Белуга. Всем владельцам катушек Белуга я рекомендую ремонтировать эти катушки в этой мастерской. Если мы включим, мы посмотрим, что фрикционный тормоз стоит 454 монеты. Тем самым можете перемотать и посмотреть, сколько монет стоит ремонт фрикционного тормоза на Волхове. 100
плюс монет разница. Потому всем владельцам катушек Белуга я рекомендую приезжать и ремонтироваться именно на этой локации, что я и делаю постоянно. 269 монет Тагара на 10% от 1 до 10 стоит, так как на локации Волхов фрикционный тормоз стоит 333 монеты. Фрикционный механизм, подшипники, фрикционный тормоз, все здесь меняется, всегда есть. Я еще ни разу не стыкался с тем, что чего-то не хватало, каких-то деталей. Наргу также смотрим, механизм на 10 184, подшипники меняются, шпуля меняется, смазка меняется, износ фрикциона от 1 до 10% стоит 176 монет. Другие катушки в этой мастерской не меняются. Так что всем владельцам катушек Белуга рекомендую ремонтировать только тут. Причем, если вы являетесь спиннингистом, вы в это время спокойно можете отстоять на пале, на щуке, на чем хотите. И точно так же заработать деньги. Не просто включать компьютер на ночь, да, заработать деньги и компенсировать простой. Ремонт фрикциона венги занимает 4 часа. Тагары 2 часа 20, почти 3 часа. Нарги 2 часа 15, 2 дня 15 часов. Ну, в игровых почти 3 часа. Теперь мы перенесемся на локацию озера Янтарное и поговорим о катушках Зейман. Мы с вами, ребят, на локации озера Янтарное. Идем в специализированную мастерскую от компании Зейман. Вот она такая вот. Тут есть рыболовный магазин от компании, этого производителя. И есть мастерская специализированная, такая же, как на Ладоге Белуга. Здесь ремонтируются только исключительно катушки от фирмы Zeyman. Такие вот у меня есть, как Overlord, Jet Series и Rocket Jet. То есть здесь вам, как на локации на озере Ладожское, будет ремонтироваться дешевле снасти от компании Белуга. Здесь у вас дешевле ремонтируются снасти от компании Zeyman. Overlord смотрим. Механизм меняется, подшипник меняется, фрикцион меняется. Мы смотрели с вами, фрикционный тормоз стоил 288 монет на Волхове. Здесь же он стоит 259. Шпуля меняется и смазка меняется. То есть катушку можно полностью за серебро отремонтировать. В таком виде катушка Overlord стоит 5742 монеты. Но шпулю убираем и всего 1000. Потому что шпуля здесь самая дорогая деталь, как и механизм, который будет накапливаться с каждым 10% стоит дороже. Смотрим низкопрофильную катушку. Механизм работает. Его можно заменить. Подшипник меняется. Фрикцион меняется. Шпуля меняется. Смазка меняется. И Rocket Jet. Механизм есть. Подшипник есть. Фрикцион есть. Шпуля есть. Смазка есть. Шпуля меняется за 1300 монет. Фрикционный тормоз 325 от 1 до 10. Вот, потому рекомендую, да, приезжать ремонтировать катушки Zeyman на Янтарное. В это время, когда катушки ремонтируются, вы можете ловить карпа и тем самым зарабатывать деньги. Вот, и пока катушки будут ремонтироваться, возможно, даже вы окупите весь ремонт, как и на озере Ладожское.
где спиннингисты могут ловить палю, здесь карпфишеры могут ловить карпа. Ну или окуня, ерша, ротана, густеру, уклейку, налима, как вам угодно. Как вам угодно. Вот именно в такой последовательности, ребята, рекомендую вам ремонтировать катушки. Теперь, самое главное, что ремонтировать, зачем, почему и как. Теперь самое главное. На примере Венги я вам расскажу, что ремонтировать, зачем, когда, почему и сколько раз. Включаем Венгу. Это мастерская, вторая, не специализированная, обычная мастерская на озере Янтарное. В конце видео я еще расскажу, как, куда, кому ездить. Сейчас же мы на примере Венги я покажу вам, что ремонтировать и сколько раз. Вот здесь у меня изношен механизм на 18,7%. Механизм экономически обоснованно ремонтировать на 50%. То есть вы к этому времени окупите катушку, и это будет не максимальная цена. За каждые 10% цена ремонта возрастает. То есть вот на 18,7%, то есть 20% износа механизма на белуге, венге, 10-тысячной 3394 монет. Эта цена будет на Волхове ниже. Здесь я вам показываю непосредственно, что ремонтировать, сколько раз. Запомним, механизм ремонтируется на 50%, никаким образом не раньше. Это просто не нужно. Не нужно вам. Можете на 60, на 70, на 80, но цена ремонта будет расти. Я рекомендую от 50 до 60 ремонтировать механизм. Подшипник и шпуля в обычном магазине, видите, в обычной мастерской отсутствует такая деталь. Почему я рекомендую ездить на Волхов или в данном случае Венга, это Ладожская, да, и ремонтировать все, что вам нужно вместе со смазкой, фрикционом и механизмом в одном месте. Шпуля ремонтируется, как и подшипник, один раз. Вы примерно до 90%, 95% убиваете и просто меняете подшипники. Они меняются, цена не растет. Шпуля заменяется на новую и не растет. Смазка. Есть мнение 10%. Надо смазку ремонтировать. Вроде как влияет на механизм. Я сейчас не парюсь. Вот. Смазку вы можете менять в любой момент, когда вы ставите фрикцион на ремонт и сразу ремонтируете смазку. Рекомендую делать таким образом. Не пугаться, если у вас 12%, смазка 15%, а фрикцион еще не убит на 10%, да, например, и бежать ремонтировать смазку отдельно. Рекомендую смазку менять вместе с фрикционом, делать профилактику. Фрикционный тормоз. Фрикционный тормоз я ремонтирую на 10% в зависимости от того, какую рыбу я ловлю. Венга это 10%. На сазане даже можно, если вы ловите на болоте, можно ремонтировать и на 7%, просто в зависимости от ваших ощущений. Если вы уже видите, что рыба на 23 килограмма вас мотает, рвет, разрывает, можете на 7-5% ремонтировать, в зависимости, там ловите вы осетров, сазанов, тогда можно ремонтировать уже от 5%. Но я ремонтирую на 10 венгу. Вот, на карпах венгу можно убивать до 15%. Просто вы минусуете 10% на венге, минус фрикцион 10%, это 3,2 килограмма. Соответственно, 20% это 6,4 килограмма. От 32 отнимаете, и вам становится ясно и понятно, что катушка превращается, да, в Эверест. Потому делаем так. Запоминаем, подшипник и шпуля ремонтируются один раз. Эти два компонента заменяются один раз за все время. То есть убиваете до 90-95, меняете. Механизм меняется от 50
до 60. Тогда цена будет более-менее адекватная. Не так ударит вам по кошельку. Плюс к этому времени вы уже заработаете. Смазка по возможности вместе с фрикционным тормозом меняется. У Тагары. Опять-таки, в зависимости от того, что вы ловите. Что вы ловите? Смазка вместе. Видите, у меня 12% и 8%. Я не буду менять смазку здесь, пока фрикцион не убьется. Хотя, возможно, если я где-то буду на Ладожском, я там не ловлю, но если буду проезжать, я, может быть, оставлю и отремонтирую. Механизм точно так же ремонтируется на 50-60%. Подшипник со шпулей вы не трогаете и меняете их на износе 90-95%. Смазка с фрикционным тормозом по вашему желанию. Тут я вообще не настаиваю. Если вам не устраивает фрикцион, вас мотает, шатает, разматывает, вы можете в любой момент, когда вам надо, поменять. Но это тоже 10%. Тоже 10%. Тогда у вас будет нормальное оказано сопротивление рыбе. Да, и все у вас будет хорошо. Вот первого уровня и до того момента, пока вы не можете попасть на реку Волхов, до того момента, пока вы не можете попасть на реку Волхов, вы ремонтируетесь там, где вы можете найти детали для ремонта. Комариная, вьюнок, острог, белая. Где хотите. Находите, ремонтируйте, перебивайтесь. Кури вычеркиваем, медвежье вычеркиваем. И вот как только вы можете попасть на локацию Волхов, я рекомендую вам все катушки, кроме катушек компании Белуга и Зейман, ремонтировать именно тут. Здесь, повторяю еще раз, всегда есть любые компоненты, и вы можете отремонтировать катушку полностью. Если это катушки от фирмы Белуга, вы едете на озеро Ладожское и ремонтируете их там, потому что там дешевле. Если это катушки от компании Зейман, вы едете на озеро Янтарное, идете в специализированную ремонтную мастерскую и ремонтируете катушки Зейман в специализированной мастерской. Там тоже будет дешевле. Дешевле. Если же вы не хотите париться, вы можете спокойно приезжать на Волхов и ремонтировать тут абсолютно все катушки. У вас на все катушки будут детали. Есть люди, которые не хотят там мелочиться, приезжают, ставят все катушки и едут ловить на волхов, троллить там лося. Можете поступать так. Но Зейман это янтарная, Белуга это ладожская. Все остальные катушки производителей других, таких как Сибирия и все остальное, Trident, вы ремонтируете на Волхове. Здесь всегда все есть. Это девиз Волхова. Всегда все есть. Еще раз скажу. Механизм ремонтирую. Я рекомендую ремонтировать от 50 до 60%. Фрикционный тормоз на таких катушках, как Венга, это 7-10%. Смазка вместе с ней. Смазка ремонтируется. Можете смазку ремонтировать при любом удобном случае, если вам так хочется. Я раньше ремонтировал всегда до 10%, потом забил. Не вижу никакой разницы в износе. И ремонтирую смазку непосредственно с фрикционным тормозом одновременно. Шпуля и подшипники меняются один раз. Поставьте себе заметочку 90-95%. И вот на этих вот цифрах вы меняете шпулю и подшипники. Надеюсь, ребята, я ничего не упустил. Вам стало все ясно и понятно. Если какие-то будут вопросы, можете писать в комментариях, если я что-то упустил. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю всего хорошего, доброго. До встречи и пока-пока.